Вы мне не поверите, но он очень сильно дует для своих 8 дюймов. Поехали. Привет всем, вы на канале KitaiQX, у нас сегодня очередной обзор. Обзор у нас вот такого вот китайского вентилятора с AliExpress. Но я вам скажу, он меня прям удивил. Приехал он просто в коробке, в помятой коробке, просто картонная коробка. Там можно взять с красивой коробкой, можно взять обычно, можно, вообще в пакете заказать, смотря у какого продавца будете брать. Так вот выглядит, мы его обязательно протестим, сколько он потребляет. Размер у него 8 дюймов. То есть вот эта вертушка у нас 8 дюймов, там 20 с копейками сантиметров, по металлической решетке 22 сантиметра. Общая длина от прищепки до верха 31 сантиметр. Но эту длину чуть можно уменьшить, если изогнуть вот этот металлический крепеж. Он идет с прищепкой, идет с регулировкой скорости, то есть минимальная и максимальная. И довольно неплохо это все отрабатывает. Он у нас 12-вольтовый, пока я вам тут про него рассказываю, заодно и показываю. Вот у нас металлическое крепление, прищепка. Он может вращаться влево, вправо, то есть он не просто стоит стационарно, он даже крутится. Как я сказал, переключение скоростей, и это очень классно. Он у нас получается металлический, лопасти пластмассовые, сзади пластик. Разберем сейчас и посмотрим, что у нас внутри. Внутри у нас вот такая вот конструкция, ничего примечательного, в принципе тоже все пластиковое, не знаю, сколько оно прослужит, но надеюсь, что долго. Стоимость этого чуда $10. Кому интересно, ссылочки все в описании. Есть размер меньше, есть 6 дюймов, 5 дюймов. Ну что ж, давайте сейчас его соберем. Вот так вот я вам показываю, красиво вот прицепил к столу и включаем и смотрим, что он у нас потребляет. Ну, насколько он много будет жрать аккумулятора в автомобиле. Конечно, его можно использовать не только в автомобиле, не знаю. Вы его можете к 12 вольтам подключать, даже дома юзать, если вы хотите, только вам надо будет переделать, вот как у меня, подключение. Вот у нас по потреблению 0,7 ампера, ну блин, довольно немного, я думал будет брать больше. На максимальной скорости у нас вот 1,1, 1,2 там прыгало при разгоне, ну довольно неплохо. То есть по факту он у нас 14-ваттный на максимальной скорости, если у нас 12 вольт, 1,1 ампер, там плюс-минус скачет, то примерно там 14 ватт потребления. Кстати, есть небольшие вибрации, возможно вы даже видите, как у меня немного камера трясется, вибрации есть. И вот самая фишка, он переключается и включается режим поворота. Вот я щелкнул, он влево-вправо начинает крутиться, прям бомба, мне нравится. Ну блин, за $10, наверное, можно купить, конечно, большой вентилятор напольный, который будет там сантиметров 30-40 в диаметре. Но я вам скажу, этот малыш дует не намного слабее, чем тот большой вентилятор. Я вам скажу, вот этот китайский напольный вентилятор, самый дешевый, дует хуже, чем вот этот маленький. Смотрите, на первой скорости, на второй скорости, как у нас салфетка, я вам скажу, я удивлен. Я капец как удивлен. Я не думал, что такой маленький вентилятор может создавать такой поток воздуха. Не, ну как бы может. Есть промышленные вентиляторы для систем вентиляции, которые там вообще кубы воздуха перегоняют за пару минут. Но это ж просто как бы по факту комнатный, ну автомобильный, не знаю, там для фуры. Ссылочки все в описании. Кстати, не забываем подписаться, оформить спонсорство и поддержать канал. Буду очень благодарен. Короче, качество вентилятора хорошее. Единственное, что он немножко вибрирует. Крепеж металлический, прищепка надежная, провод прям толстенький, хороший. Скажу вам так, по выводам. Корпус пластиковый, внутри все пластиковое, не знаю как прослужит. Пропеллер пластиковый, крепеж вот такой вот пружиночкой. Сама решетка металлическая, сзади открытая, то есть возможно засунуть пальцы, лучше не сунуть. Бьет неплохо по пальцам на максимальной скорости. Вращается, и это плюс по-любому. И металлический крепеж, вот эта стоечка тоже плюс. Кстати, его можно вращать, вот вы можете закрепить и вращать в любую сторону. То есть он там так прощелкивается, щелк-щелк, и вы можете влево-вправо направить. Мало того, еще и повороты включить. Как мне кажется, довольно прикольная штука. Если вам надо компактный вентилятор, чтобы он работал от аккумулятора, можно с собой куда-нибудь, блин, в палатке брать, не знаю, ехать. Если у вас там какие-то старые машины, тоже можно, или фуру. Я считаю плюс. Единственное, что вот эта кнопка переключения на минимальной скорости, там стоит резистор, и он неплохо так греется. Ну и все. Ну а вы были на канале KitaiQX. Подписываемся на канал, ставим палец вверх, не забываем за колокольчик. До новых встреч!